Я на мир взираю из-под столика. Век 20, век необычайный. Чем столетие интересней для историка, тем для современника печальней. Писал в начале 40-х годов советский поэт Николай Глазков. И я вам так скажу, не было еще такого столетия, по поводу которого современники не высказывались бы в том же духе. Если по поводу какого-то столетия у нас нет нытья и ругани людей, уверенных, что им выпало жить в худший из возможных веков, это означает только, что в то время еще не была изобретена письменность. Если бы герой сегодняшнего рассказа Сэмюэль Пипс увидел нынешний популярный мем, он бы охотно посмеялся вместе с нами сквозь слезы. Строго говоря, ситуация самого Пипса была такая. Ну, просто повезло. И, может быть, именно поэтому его бесхитростный и откровенный рассказ о горестях и бедствиях, больших и малых, которые ему пришлось пережить, дает нам веру в то, что, как бы круто ни поворачивала колесница истории, плохие времена когда-нибудь закончатся. А поэтому надо жить и надо надеяться. XVII век для Англии был, безусловно, интересным временем, в плохом смысле слова. С начала века английский парламент находился в перманентных контрах со своим королем. Причин у конфликта было несколько. Отметим хотя бы то, что короли хотели бы абсолютной власти, а парламент не хотел им ее давать. Пуритане хотели бы большей реформации церкви, а короли не хотели. Новые капиталистического типа хозяйственники хотели бы реформ экономики, а аристократия феодального стиля нет и так далее. Дело кончилось полноценной гражданской войной или иначе английской революцией. Король Карл I Стюарт воюет с парламентом и Кромвелем и в конце концов окончательно проигрывает. 30 января 1649 года монархия была объявлена излишней, обременительной и опасной и упразднена, а король Карл I был казнен. Ему отрубили голову, и кровь, хлынув сквозь доски эшафота, пала на бледное благородное чело Атоса, графа де ла Фер, скрывавшегося внутри эшафота в тщетной надежде спасти обреченного короля. Но это, разумеется, выдумка господина Дюма. Роман 20 лет спустя. А вот что не выдумка, так это то, что перед эшафотом на площади в толпе стоял 15-летний Сэмюэль Пипс, который станет главным летописцем своей эпохи. Сэм Пипс родился в Лондоне ровно 391 год назад, 23 февраля 1633 года, в семье портного. Что не означает, что наш герой был плебеем из простой семьи. Несколько членов его семьи были одновременно членами парламента. Сэм был пятым из 11 детей, но детская смертность была такова, что вскоре он стал самым старшим из выживших. Он был умным и активным мальчишкой, закончил гимназию, а затем, получив стипендию за академические успехи, поступил в Кембридж. Когда ему было 22 года, Пипс женился на 14-летней Элизабет де Сен-Мишель по большой любви. Жить вместе они начали только через год после регистрации брака по причине юности невесты. Их отношения были бурными, они ссорились, мирились, он ей изменял, он ее ревновал, он бранил ее за мотовство, иногда даже лупил. Но потом раскаивался и из кожи вон лез, чтобы ублажить ее подарками. У них не было детей, у Пипса вообще не было детей. С юности он страдал от камней в мочевом пузыре. Дня не проходило, чтобы он не мучился от сильных болей. И в 24 года он решился на операцию. Полостная операция в 17 веке – это, считай, самоубийство. Но он был в отчаянии. Пипсу повезло, он выжил, и камень был удален. Но он до конца жизни так и не выздоровел полностью. Шов у него периодически воспалялся, расходился, и возможно, что это хроническое состояние было причиной его бездетности.
но оно не мешало ему блудить по всему Лондону, о чем будет рассказано впоследствии в соответствующем месте. В юности Пипс был на стороне революции, на стороне Кромвеля. Но после того, как Кромвель умрет, власть формально перейдет к его сыну, а младший Кромвель был только тенью своего великого отца. При нем страна начнет стремительно погружаться в анархию, и многие бывшие революционеры, включая Пипса, переходят на сторону роялистов. Изгнанный сын казненного Карла I, тоже Карл, из Нидерландов пишет Брестскую декларацию, обещая помилование всем бунтовщикам. И на основании этих условий парламент постановил провозгласить Карла королем и предложил ему вернуться в Англию. За королем послали корабль, на котором, в числе прочих официальных лиц, отправился наш герой, который буквально за 4 месяца до этого, в первый день Нового года, начал вести дневник. Он начинает дневник 1 января 1660 года по новому стилю. Начинает он так. «С Божьей помощью на здоровье мне в конце прошлого года жаловаться не приходилось. Я жил в Экс-Ярде, кроме жены, служанки и меня в доме никого не было. Моя жена подавала мне надежды на то, что она будет беременна, но в последний день года у нее начались месячные. Положение в государстве таково. А Хвости вернулась и вновь заседает. Монк со своей армией в Шотландии. Новый городской совет ведет себя наидостойнейшим образом. Послал к Монку оруженосца, дабы ознакомить его со своим желанием иметь независимый и полный парламент. Таковы надежды и чаяния всех». Это будет типичным стилем его записей, где семейные и очень личные события будут переплетены с государственными, политика со здоровьем, дела высокие с низкими. И настолько простым языком описанные, что первые издания его дневников были сокращены на 60% викторианскими издателями, у которых уши вяли от сочного языка их предка. У них, впрочем, для начала была большая проблема прочесть записи Пипса, потому что типичная страница его дневников выглядела вот так. Он пользовался одной из распространенных в те годы форм стенографии – тахиграфией Томаса Шелтона. Ученые, политики, администраторы того времени использовали ее, во-первых, чтобы быстро вести записи, а во-вторых, чтобы их слуги и вообще посторонние и менее образованные люди не совали нос в их бумаги. И Пипс писал свой дневник не для чужих глаз. Он доходил до таких уровней откровенности, рассказывая о личном и об общественном, что если бы его дневник попал в плохие руки, ему бы не поздоровилось. И именно поэтому его дневник представляет собой такой ценный исторический документ. Без официозности, без политической цензуры и без цензуры морали. Не скрывая своих чувств и эмоций, он повествует о мире вокруг. Вот как, к примеру, он рассказывает о возвращении изгнанного короля на родину. «Мы подняли якорь и, подгоняемые попутным ветром, направились обратно в Англию. Всю вторую половину дня король ни минуты не сидел на месте, ходил по палубе, говорил с людьми, был энергичен и деятелен. Я чуть было не разрыдался, когда узнал, сколько злоключений выпало на его долю. 4 дня и 3 ночи пришлось ему брести по колено в грязи, мерзнуть в легком сюртуке. Он сбил себе ноги в кровь и передвигался с большим трудом. Однако же принужден был спасаться бегством от мельника и его людей, которые приняли королевскую семью за проходимцев. И я сел в отдельную шлюпку вместе с мистером Манселом и одним из королевских лакеев, а также с любимой собакой короля. Она нагадила прямо в лодку, и я подумал, что и король, и его окружение ничем в сущности от нас не отличаются. Я пристал к берегу в одно время с королем, которого с величайшей любовью и благоговением встретил на земле Дувра генерал Монк. И так он остается между царственным героизмом и собачьим дерьмом, между эпохальными событиями и сплетнями о том, как
Сэр Чарльз Сидли и лорд Бархист в пьяном виде всю ночь бегали по улицам с голыми задницами и были в конце концов задержаны стражей, но король за них заступился. В начале правления Карла II нашему герою 27 лет. И он становится вольным и невольным свидетелем изнанки жизни двора и короля. После обеда пришел мистер Таунсенд, хранитель королевского гардероба. И я стал свидетелем головомойки, какую старейший из королевских камердинеров устроил ему за то, что в королевском гардеробе не хватает белья. Он кричал, что мистер Таунсенд за это ответит, и что отец государя повесил бы его, если бы тот служил ему так же. У государя, кричал он, нет ни одного носового платка и всего 3 шейных. Но когда он ушел, Таунсенд признался, что королевское белье из-за отсутствия жалования каждые 3 месяца выносят камердинеры. Где-то в это время Сэмюэль Пипс получил должность в Адмиралтействе, где он проявляет себя как способный и эффективный служащий, более эффективный, чем его коллеги, занимавшие более высокие должности. Это часто раздражало Пипса, о чем он не стеснялся высказываться в своем дневнике. Сам же Пипс неустанно учится с репетиторами, стараясь восполнить недостаток специального образования и личного мореходного опыта. И в конечном итоге он стал играть значительную роль в ведомстве. В 1663 году он самостоятельно заключил контракт на поставку норвежских мачт на сумму 3000 фунтов стерлингов. И эта ответственность стоила ему немало бессонных ночей. Но Пипс отнюдь не был занудой, полностью погруженным в дела и учебу. Он любил общество, любил выпить и приволокнуться за женщинами, включая замужних. Но сплетничать и развлекаться молодому Пипсу было некогда. Страна вступала в самые интересные годы. Такие интересные, что даже у историков, живущих 400 лет после, волосы дыбом. Прилет кометы в декабре 1664-го, о которой, по словам Пипса, только и говорили в лондонских кофейнях, недаром сулил разнообразные бедствия. Вы последнюю-то комету видели в 2020 году? Ну вот, и тогда тоже началось. Для начала, утвердившись на троне, новый король развязал очередную войну с голландцами. Эта война велась по преимуществу на море, то есть ведомство Пипса за нее отвечало, и он оказался в самой гуще событий. Не знаю, помните ли вы историю о том, как голландцы устроили натуральное побоище в фактории Амбон в Индонезии в 1623 году, насадив голову тогдашнего начальника британской Остинской компании на пику. Ну вот, это был только один из многих заокеанских инцидентов, которые привели сначала к Первой, а потом и Второй войне между Англией и Нидерландами. Начало Второй англо-голландской войны стало для Пипса нешуточным стрессом. Выяснилось, что на своих коллег он положиться не мог, и Пипсу пришлось самому вести большую часть дел в условиях цейтнота и недостаточного финансирования. Много разговоров об опасности войны с голландцами, писал он еще в июне 1962 года. Мы получили приказ оснастить и вывести в море 20 кораблей. Каковые, надеюсь, сыграют лишь роль пугала. Пусть думают, что мы готовы дать им отпор. А один бог знает, в настоящее время государь не в состоянии выставить и 5 кораблей, да и те с огромным трудом. У нас нет ни денег, ни кредитов, ни боеприпасов. Тем не менее, война началась неплохо, и в первой битве Англии удалось сжечь 16 кораблей противника. Но потом счастье их покинуло, потому что голландцы взбодрились и быстро построили еще 30 новых. Между тем, английский король не может выбить из парламента деньги на укомплектование флота и выплату зарплат морякам. Несколько раз ездил в Тауэр по делам новобранцев. Последний раз в 12 ночи, когда их сажали на корабли, пишет Пипс. Но, боже, как же плакали бедные женщины. Некоторые горько оплакивали свою судьбу, подбегая к каждой группе рекрутов, которых вели на корабли.
Они искали своих мужей и рыдали вслед каждому отходящему судну, провожая его глазами, покуда он был различим в лунном свете. От их криков у меня разрывалось сердце. Вдобавок тяжко было наблюдать за тем, как трудолюбивых толковых мужчин отрывают от жен и детей и без всякого предупреждения уводят невесть куда, к тому же наперекор всем законам, не заплатив. Какова тирания? Я не буду вдаваться в подробности этой войны, но дело кончилось тем, что осмелевшие голландцы вошли в устье Темзы, затопили 13 английских кораблей прямо в верфях и захватили флагман. Появилась серьезная угроза прямой атаки на Лондон. Город был в панике. Пипс был уверен, что все пропало, шеф, королю не удержаться на троне и пора делать ноги. Только встал, как печальные известия подтвердились полностью. Голландцы захватили короля Карла, и флот их вошел в Темзу. И то, и другое повергло меня в такой ужас, что я тут же принял решение отправить отца и жену в деревню. Не прошло и 2 часов, как они, вняв моим уговором, отбыли с 1300 гиней золотом на дне саквояжа. Господи, не дай им пропасть в дороге, помоги по приезде, как следует припрятать нажитое. И это уже не в первый раз за последние пару лет Пипс эвакуирует жену с деньгами из столицы, потому что сразу за войной пришла чума. Великая лондонская чума была частью второй чумной пандемии, продолжавшейся с середины XIV и аж по конец XVIII века. В те годы пандемии не заканчивались за несколько месяцев, они тянулись века. Но они не распространялись по миру с такой скоростью, как сейчас. С крысами и блохами, на верблюжьих караванах и на деревянных кораблях чума расползлась по всей Евразии и начала выкашивать целые города, не обращая внимания на расу и религию. Она вспыхивала, уничтожала население на какой-то территории, временно утихала и возвращалась вновь. И периодические вспышки чумы в Лондоне в этот период случались довольно регулярно. И до этого великой чумой считалась эпидемия 1625 года. Но вспышка, начавшаяся весной 1665 превзошла ее по показателям. К этому моменту лондонское начальство уже выработало некоторый протокол по борьбе с эпидемией, звучащий на наш слух довольно зверски. После того, как подтверждались случаи смерти от чумы, а чума была по большей части бубонная, с очень характерными симптомами, мировым судьям предоставлялось право опечатывать зараженные дома со всеми жителями внутри, больными и здоровыми. Входная дверь заколачивалась, и на ней рисовался красный крест, чтобы все знали, что в этом доме зараза, и обходили его стороной. Сегодня с грустью обнаружил в Друри-Лейн 2 или 3 дома с красным крестом на дверях и надписью «Боже, сжалься над ними», что являлось для меня зрелищем весьма печальным, ибо прежде я ничего подобного не видывал. Тут же стал принюхиваться к себе и вынужден был купить табаку, какой принялся нюхать и жевать, пишет Пипс 7 июня 1665 года. Он вместе со многими современниками считает табак неплохим профилактическим средством против чумы, распространяющейся с миазмами. Он также отправляет жену за город. Практически все богатые люди бежали из Лондона, в том числе король Карл II, его семья и его двор. Пипс предложил военно-морскому ведомству эвакуироваться в Гринвич, хотя сам он остался в городе. Позже он будет очень гордиться своим стоицизмом. К июлю чума вырвалась из бедных кварталов и свирепствовала по всему городу. Телеги с трупами разъезжали по улицам, и из них кричали «Выносите своих мертвецов». Докторов в городе стало очень мало, поскольку они или бежали, или сами стали жертвами болезни. Вышел ненадолго пройтись, по чести сказать, чтобы пощеголять в новом своем камзоле, пишет наш стоик. И на обратном пути заметил, что дверь дома несчастного доктора Бернита заколочена. До меня дошел слух, будто он
сам обнаружил у себя болезнь и заперся по собственной воле, совершив тем самым благородный поступок и завоевав расположение соседей. Боже, как пустынные и унылые улицы, как много повсюду несчастных больных, все в струпьях. Сколько печальных историй услышал я по пути, только и разговоров. Этот умер, этот болен, столько-то покойников здесь, столько-то там. Говорят, в Вестминстере не осталось ни одного врача и всего один аптекарь. Умерли все. У самого Пипса был небольшой риск заразиться. Ему не надо было общаться ни с больными, ни с бедняками. И легко было соблюдать социальную дистанцию, когда двор был за городом, и в Лондоне светская жизнь сильно поутихла. Он также мог соблюдать пристойную гигиену, учитывая, конечно, нравы XVII века. Любопытно, какова будет мода на парики, когда чума кончится, задается вопросом он. Ведь сейчас никто их не покупает из страха заразиться. Ходят слухи, будто для изготовления париков использовали волосы покойников, умерших от чумы. Как это ни парадоксально, 1665 год был для Пипса одним из самых счастливых в его жизни. В тот год он хорошо себя чувствовал и очень много работал, и в результате он увеличил свое состояние в 4 раза. В своем ежегодном отчете от 31 декабря он напишет: «Я никогда не жил так весело, кроме того, я никогда не зарабатывал столько, как в это чумное время». Согласно официальным сводкам, в ту эпидемию в Лондоне умерло 68 596 человек. Современные исследователи считают, что истинное число смертей, вероятно, вдвое превышает эту цифру. К осени эпидемия начала идти на убыль, и жители начали возвращаться в Лондон. И тут Господь обрушил на погрязший в грехах город новое бедствие. Рано утром 2 сентября 1666 года Пипса разбудила горничная Джейн, которая сказала, что в Сити пылает большой пожар. Он подошел к окну, посмотрел на зарево, решил, что это мелочи, и вернулся в постель. Но когда он окончательно пробудился около 7 утра, та же неуемная Джейн сообщила ему, что за ночь сгорело больше 300 домов. Пипса это впечатлило, он взял лодку и сынишку своего соседа для компании и пошел посмотреть, что там происходит. В городе начинался катастрофический пожар, за 4 дня уничтоживший 80% Лондона. Пожар начался в пекарне, находившейся в бедном и тесно застроенном районе. Несмотря на то, что Лондон неоднократно издавал распоряжения, запрещающие строить дома из горючих материалов и надстраивать здания выступающими и нависающими над улицами этажами, эти законы по большей части игнорировались. Чтобы описать, как узкие были улицы средневековой части Лондона, достаточно сказать, что семья, в чьем доме начался пожар, смогла спастись, выбравшись из окна 2-го этажа на крышу соседей. И в этих условиях огонь начал распространяться по городу со страшной скоростью. Пипс залез на Тауэр, тот самый Тауэр, где всех держали в заточении. Это большая крепость в центре Лондона с довольно высокими башнями. И оттуда он наблюдал разворачивающееся перед ним бедствие. Все пытаются спасти свое добро, швыряют вещи в реку или на плоты. Многие не покидают своих жилищ до тех пор, пока огонь не начинает лизать им одежду. Только тогда несчастные кидаются в лодки, либо сбегают по ступенькам к воде. Подметил, что с неохотой покидают свои жилища даже несчастные голуби. Упрямо кружат перед окнами и балконами, пока не падают замертво с обгоревшими крыльями. За час, что я простоял на этом месте, глядя, как свирепствует пожар, хоть бы один человек попытался потушить пламя. Все только и делали, что спасали свой скарб или самих себя, предоставив огню полную свободу. Увидев, что огонь добрался до Стил-Ярда и поднявшийся ветер гонит его в Сити, а также что после столь долгой засухи мгновенно все загорается, даже камни церквей, я отправился в Уайтхолл, то есть в Королевский дворец.
В результате Пипс стал первым, кто сообщил королю о пожаре. Он настоятельно рекомендовал Карлу II снести дома на пути огня, чтобы остановить его распространение. Приняв этот совет, король велел ему пойти к мэру города и приказать ему начать сносить дома без жалости. Пипс пошел искать мэра, и после некоторой беготни по погруженным в хаос улицам он его нашел. Наконец, на Каннинг-стрит повстречал лорда-мэра, на шее платок, глаза потухшие. Стоило мне изложить ему приказ государя, как он принялся кричать, точно роженица. «Господи, а я-то что могу поделать? Я человек конченый, народ меня не послушается. Думаете, я не сношу домов? Увы, огонь действует быстрее нас». Огонь действительно быстро распространялся из-за сильного ветра, и к середине воскресенья люди отказались от попыток его тушения и начали разбегаться кто куда. К полудню пожар превратился в бушующий огненный шторм, создававший собственную погоду. Огромный выброс горячего воздуха над пламенем создал область пониженного давления у Земли, куда начали втягиваться воздушные массы со всех сторон, образуя вихри. То есть у огня появился постоянный свежий приток кислорода, и ветер больше не тушил огонь, а только раздувал его. Довольно скоро огонь дошел до Темзы, и начали гореть многочисленные склады вдоль реки, отрезав доступ к воде и полностью прервав все попытки тушения пожара. Пипс с женой и друзьями наблюдает из-за катастрофы из безопасного места. Когда на воде от дыма и огнедышащего жара находиться стало больше невмоготу, мы решили пересидеть в небольшой пивной напротив 3 журавлей и пробыли там до самых сумерек. С наступлением темноты пожар кажется все больше и больше. Над колокольнями и крышами домов в небо рвутся зловещие кровавые языки. Гигантская огневая дуга с милю длиной перекинулась с одного конца моста на другой, сбежала на холм и выгнулась точно лук. Зрелище это повергло меня в глубочайшее уныние. Я не мог сдержать слез, глядя на объятые пламенем церкви и дома, слыша неумолчный шум всепожирающего огня и жалобный треск рушащихся домов. Засим домой с тяжелым сердцем. Пипсы жили тогда в доме, примыкавшем к офисам морского управления, где он работал. И во время пожара семья фактически переселилась в контору. Сэм спал на полу на одеяле. Они старались помогать соседям и знакомым и совместно пытались как-то спрятать и уберечь от пожара имущество, потому что никто не знал, куда начнет распространяться пламя. Сэр Баттон, не зная, куда спрятать вино, выкопал у себя в саду яму и сложил бутыли туда. Я же, воспользовавшись этой возможностью, сложил в эту же яму все свои бумаги, каковые мне решительно некуда было девать. Вечером сэр Пен и я выкопали еще одну яму и спрятали туда наше с ним вино, а я опустил туда еще и пармезанского сыру и другие ценные вещи. Во второй половине дня понедельника огонь добрался до Ломбард-стрит, и жившие там банкиры начали выбрасывать из подвалов на улицу золотые монеты, прежде чем они расплавятся. К этому времени сила огня была такова, что в складах на причалах расплавилась импортная сталь. Расплавились железные цепи и замки на воротах Сити. Огонь охватил почти весь город, разрушив собор святого Павла, и угрожал двору Карла II в Уайтхолле. Карл лично работал пожарным, туша огонь и помогая сносить здание. Город не сгорел целиком только благодаря тому, что под его командованием гарнизон начал порохом подрывать дома, создавая противопожарные просеки. Тем самым было остановлено распространение огня дальше на восток. И все же за 5 дней пожара выгорело почти 80% города. Сгорело 13 тысяч домов, 87 больших церквей, включая собор Святого Павла, большая часть правительственных зданий. Пожар лишил крова 72 тысячи человек. Но контора, дом и имущество Пипса уцелели. Встал и впервые за неделю побрился.
Боже, еще вчера я был уродлив как смерть, сегодня же нет меня краше, напишет наш удачливый герой, родившийся, по всей видимости, не просто в рубашке, а в противочумной и несгораемой рубашке. В мае 1669 года Пипс делает последнюю запись в своем дневнике. «Итак, сомневаюсь, чтобы я мог по состоянию своего зрения продолжать вести сей дневник и в дальнейшем. Я без того давно уже причиняю непоправимый вред своим глазам всякий раз, когда берусь за перо. А стало быть, впредь от ведения дневника мне следует воздержаться, в связи с чем, начиная с сегодняшнего дня, записи будут вестись под мою диктовку. Мне же придется довольствоваться в своих воспоминаниях лишь тем, что дозволено знать всему миру. Ежели случится нечто, имеющее касательство ко мне одному, что маловероятно, ибо любовь моя к Деп миновала, а слабеющее зрение лишает меня всех прочих радостей жизни, то вынужден буду собственноручно ставить зашифрованные пометы на полях. А посему обрекаю себя на сей тернистый путь, который равнозначен по существу лицезрению собственных похорон. В чем, а также в надвигающейся слепоте и сопряженными с ней неудобствами, Господь милостливый, надеюсь, меня не оставит». Знаете, сколько лет этому страдальцу, прощающемуся со всеми радостями жизни? Только что исполнилось 36. И нет, он не ослепнет, как опасался. Но записки свои, слишком откровенные, чтобы диктовать их секретарю, он прекратит. Пипс не уйдет на покой еще 20 лет. Он станет депутатом парламента, будет активно способствовать организации мореходной школы. Дважды попадет в Тауэр по обвинению в шпионаже в пользу Франции, но оба раза будет оправдан. Отправится в полугодовую командировку в Африку, в Танжер, вернется живым. Он также станет членом, а после президентом Королевского общества по развитию знания о природе. И в годы его президентства были опубликованы принципы математики сэра Исаака Ньютона, с которым он состоял в переписке и пытался спорить на математические темы. Его именем будет назван призрачный остров, вроде бы обнаруженный в 1684 году в Южной Атлантике. Но впоследствии его несколько раз пытались найти и так и не нашли. Вероятно, это был один из Фолклендских островов, что, впрочем, означает, что капитан, впервые нанесший на карту остров Пипса, ошибся на добрых 4 градуса. В возрасте 57 лет Пипс уйдет на пенсию. После его смерти большая часть его имущества и поместья перешли к его племяннику, а его библиотека, одна из величайших частных библиотек в 3000 томов, была завещана Кембриджу, и она по сей день хранится там в целости и сохранности. И в числе этих книг было 6 переплетенных томов оригинала дневников Пипса. В начале XIX века дневники с некоторым трудом были переведены на нормальный английский язык. И в 1825 году выпущены в 2 томах с большими купюрами, призванными уберечь от шока нежную психику викторианских читателей. Полное отредактированное издание без купюр в 10 томах было закончено только в 1983 году. И сейчас полный дневник Пипса опубликован онлайн с комментариями и гиперссылками. Вы можете найти его на сайте www.pipsdiary.com. Существует также несколько сокращенных переводов на русский язык, которые вы можете без проблем найти как в библиотеках, так и в сети. А на сегодня я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Наблюдайте жизнь. Всего доброго и до свидания. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти 2 блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки.
И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!